Мирный план называют декларацией о капитуляции во всем мире. Не согласны с администрацией Трампа не только в Киеве и Европе, но даже влиятельные республиканцы. Отставка Ермака неизбежна. Такой вердикт главе офиса Зеленского выносят уже на Западе. Но это не все, что стоит сделать президенту Украины. Крупная российская корпорация заявила о планах массовых увольнений сотрудников, а в остальном прекрасная маркиза «все хорошо, все хорошо». Стоит ли ждать Лебединого озера по всем федеральным каналам? Есть известие о здоровье Путина. Ему пришлось лечь в больницу. Об этих и других главных событиях вечера четверга, 20 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Так называемый мирный план хором называют капитуляцией не только в Украине, но и по всему миру. Согласно неофициальным данным, он состоит из 28 пунктов, но вкратце от Киева требуют оставить подконтрольную часть Донбасса, сделав ее демилитаризованной зоной, признать Крым и Донбасс российскими, сократить ВСУ вдвое, отказаться от ключевых видов вооружений и свернуть западную военную помощь, заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях, признать русский язык государственным, вернуть официальный статус Российской Православной Церкви. План, разработанный без ведома Украины специальным представителем Дональда Трампа Стивом Виткофом и посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, по сути является требованием капитуляции. Взамен абстрактные гарантии безопасности, детали которых никто не смог объяснить. Хотя нет, как сообщает The Telegraph, Москва должна будет выплачивать арендную плату за Донбасс, а Кремль в ответ якобы может пойти на уступки в Запорожской и Херсонской областях. The Wall Street Journal пишет, что Москва будет обязана закрепить на законодательном уровне обещание больше не нападать на Украину и Европу. Как говорит источник Axios, в Белом доме считают, что, цитируем, «если война продолжится, Украина в любом случае потеряет эти территории, и потому в ее интересах достичь соглашения немедленно». Как пишет Financial Times, по мнению украинских чиновников, план, выработанный США и Россией, полностью соответствует максималистским требованиям Кремля, и что без существенных изменений он в Украине реализован не будет. Но не согласны с администрацией Трампа не только в Киеве. С публичной критикой инициативы Белого дома выступают в стане республиканской партии. Конгрессмен Дон Бейкон резко написал в сети X. «Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с россиянами, а не с украинцами. И с их планом требовать от украинцев принять соглашение как свершившийся факт. Не привлекать европейцев – это глупо. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года». В Рязани этой ночью было громко. Местные жители насчитали до 10 взрывов подряд. В пабликах пишут о масштабной атаке дронов, и, похоже, целями снова были нефтяные мощности Роснефти, местный НПЗ. Рязанский губернатор описал результат налета в своем стиле. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Рязанский нефтеперерабатывающий завод – один из самых мощных в Центральной России. Это уже вторая атака за неделю и третья с начала осени. Завод перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Это 5% всей российской нефтепереработки. Завод кормит топливом московский регион и военную логистику, включая части, работающие против Украины. По данным Reuters, после атаки 15 ноября предприятие пришлось остановить. Вышла из строя главная установка, обеспечивающая 48% мощности завода. И вот новый контрольный визит дронов. Прошли сутки после российского ракетного удара, но утром в четверг судьба 22 человек до сих пор не была известна. Об этом сообщил Владимир Зеленский, подчеркнув, работы идут непрерывно, но разрушения настолько тяжелые, что в ряде мест спасателям приходится разбирать завалы вручную. Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки непрерывно. Спасатели, медики, полицейские. Спасибо каждому и каждой.
На месте работают более 230 спасателей из 9 регионов, и масштаб трагедии только растет. Утром было известно о 26 погибших, среди них 3 детей. Выросло и число пострадавших до 93 человек, 18 из которых дети. Украинская власть столкнулась с крупнейшим политическим кризисом за время президентства Владимира Зеленского, и решить его полумерами уже невозможно. Об этом пишет в редакционной статье влиятельная Financial Times. Издание отмечает, что отставка 2 министров и санкции против бизнесмена Тимура Миндича проблему не решат. Недовольство растет, доверие падает, и тут нужно менять стиль управления. Отставка Ермака, гаранта вертикали власти, а теперь и громоотвода общественного возмущения кажется неизбежной. Издание отмечает, что кризис разразился в один из самых сложных моментов для Киева. Враг давит на фронте, а Вашингтон принуждает к уступкам Москве. Но авторы статьи делают вывод, что сохранение нынешней структуры власти опаснее, чем болезненная ее перестройка. На фоне тревог, которые вызывает новая мирная инициатива Вашингтона, скандал разгорелся вокруг одного из его авторов. Стив Уитков стал предметом насмешек. Похоже, Стив Витков написал в Твиттере сообщение, которое должно быть личным сообщением, заявив, что контент для этой нашумевшей статьи в Axios должно быть исходит от КАП. Почти наверняка речь идет о Кирилле Дмитриеве, которого цитируют в статье. Вайс жестко прошелся по американскому переговорщику, назвав его Дим Филби. Призрачный намек на Кима Филби, легендарного предателя, одного из руководителей британской разведки, который сливал КГБ секреты не только Ми-6, но и ЦРУ. А вот Дим по-английски значит, как бы это сказать помягче, недалекий. Но на этом Вайс не закончил и добил Уиткофа язвительным выводом. Человек, который даже не умеет пользоваться Твиттером, собирается закончить войну. И пока в прессу попадает все больше деталей закулисных разговоров Вашингтона с Москвой, из стана республиканцев в Сенате приходят вести иного толка. Линдси Грэм заявил CNN, что президент лично сказал лидеру республиканцев в Сенате Джону Туну двигаться вперед с новым санкционным законопроектом против России. Если вы хотите, чтобы Путин сидел за столом переговоров, то ни один из планов из 28 или 12 пунктов не будет успешным. Если только Путин не поверит, что мы продолжим военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть. Грэм подчеркивает, без давления на Москву никакие мирные инициативы не сработают. Поэтому, говорит сенатор, Конгресс обязан принять законопроект, чтобы иметь реальный рычаг влияния на Кремль. В Европе звучит то, что еще пару лет назад считалось табу. Глава совета директоров Airbus Рене Аберман на Берлинской конференции по безопасности предложил странам ЕС рассмотреть размещение тактического ядерного оружия на своей территории, как прямой ответ на российские «Искандеры», выставленные на границе с Евросоюзом. Аберман напомнил, в Калининграде и Беларуси стоят ракеты, способные нести более 500 тактических ядерных боеголовок. Всего же у России более 5000 боеголовок, а у Франции и Великобритании вместе в 10 раз меньше. По словам бизнесмена, Германия, Франция, Великобритания и другие страны должны выработать общую многоуровневую программу сдерживания, включающую и тактический уровень. Сейчас же Евросоюз держится только за стратегические силы, а тактический компонент полностью отсутствует. Это слабое место, и оно явно тревожит промышленников, военных и часть политиков. Одна из ключевых российских корпораций уволит 1/5 часть сотрудников. Об этом заявил лично руководитель банка Сбер Герман Греф. Но виноват в массовом сокращении не кризис, не война, а технический прогресс. Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников. Причем все это Греф, не стесняясь, рассказал как о некоем достижении самому Путину. Руководитель Кремля подружески пожурил бывшего министра, а ныне одного из главных банкиров страны. Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали.
По отчетам Сбера, за последний год численность сотрудников уже упала с 308 до 294 тысяч. Теперь многочисленные неофициальные утечки о планируемых сокращениях подтвердил сам руководитель банка. Интересно, что сказал искусственный интеллект об эффективности самого Грефа? Осталось это за кадром. А что будет, если спросить его об эффективности Владимира Путина? Ну вот, что о них думают наши зрители, легко узнать из комментариев. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Сообщение, от которого могут замереть сердца миллионов. Путину пришлось лечь в больницу, и это не очередное расследование независимых журналистов. В этом хозяин Кремля признался сам. Я только что проходил ежегодное обследование. Это заняло у меня почти 2 суток. С ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо. В общем, похоже, ждать балета по всем федеральным каналам рано. Но, может, Путину всей правды не докладывают не только о ходе СВО и состоянии экономики, но и о состоянии его собственного здоровья. А может, и сам несменяемый руководитель выдает желаемое за действительное. Буквально через час-два после этого заявления хозяин Кремля публично выдал прогноз, в который может поверить только он сам. Но некоторые специалисты, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. Это прозвучало в момент, когда сама Россия демонстрирует худшие демографические показатели за четверть века. Пока у режима Путина получалось только эффективно сокращать длительность жизни соотечественников с помощью так называемой СВО. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.